Многие женщины задумываются о том, как вернуть бывшего. Часть женщин думают, что достаточно просто наряжаться, сделать грудь себе, например, накачать губы, перекрасить волосы, новое платье, новая сумка, то есть что-то внешне с собой сделать такое, чтобы он захотел вернуться. Часть женщин давят на жалость и рассказывают о том, как плохо без него, и делают это из позиции жертвы. К такой не хочется возвращаться. К первой описанной женщине, которая внешне как-то преображается и ходит, например, флиртующе смотрит на него, может быть, они работают и где-то пересекаются как-то по работе. К такой женщине обычно тоже не хочется вернуться, потому что, честно, уходят и приходят не из-за внешности. Входят в отношения обычно из-за чувств, которые возникают к человеку цельному, как к личности. Мы не только на внешность влюбляемся. Я расскажу вам сейчас один способ, как можно попробовать вернуть бывшего, способ, о котором не говорят, но который стоит знать, это полезно. Оставайтесь в этом видео. Как вернуть бывшего? То, о чем обычно не говорят. Смотрите, если люди уже были вместе и уже, достаточно хорошо друг друга знают, то внешностью не удивишь, изменилось что-то, не знаю, улучшилось во внешности женщины, не удивишь этим сегодня никого. Если рассказывать ему о том, что «вернись ко мне, жить без тебя не могу» из позиции жертвы, просящей, маленькой, наоборот, отвращения, хочется оттолкнуть такого человека. Кстати, если вы знаете еще какой-то способ из тех, что я не назвала, поделитесь, пожалуйста, в комментарии. А я сейчас расскажу вам свой способ, очень ценный на самом деле, и который действительно может сработать. Когда люди расходятся, как правило, пары расходятся из-за конфликтов. То есть случаются какие-то конфликты, через которые они не могут пройти, в которых борьба, накал страстей такой, что невыносимо. Иногда люди не воюют открыто, то есть открытой войны нет, никто не кричит, никто не ругается, но есть холодная война, холодная отстраненность, замкнутость, как будто человек надевает на себя какой-то скафандр и становится недоступным. Внутри у него на самом деле буря эмоций. Научно даже делали эксперимент, когда люди в конфликтах выбирают вот такой способ замалчивания по типу что я буду говорить дальше, все равно же будет хуже. У них на самом деле, несмотря на их каменное, может быть, лицо, такое отстранившееся, дистанционное, на самом деле у них пульс повышен. Настолько они волнуются. А у людей, которые кричат активно, пульс может быть повышен, смотря сколько времени они кричат и сколько тело двигается при этом, как интенсивно это происходит. Но от самого крика пульс не повышается. Так вот, пара рассталась, значит, были какие-то конфликты, в которых они не могли пройти. И им не хватало такого навыка, как принятие. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Люди, многие, и это нормально, немножечко неправильно понимают слово «принятие». Позвольте, я расскажу вам, что это на самом деле. Принятие – это ни в коем случае никогда я принимаю тебя таким, какой ты есть, и все, с чем я не согласна, я теперь стану с этим согласной. Ты говоришь мне, что это красный, а я вижу зеленый. Я не вижу зеленый, но я сделаю вид, что окей, это красный, я принимаю тебя. Или ты говоришь, что ходить в баню с мужиками и возвращаться в 3 часа ночи пьяным домой – это нормально, потому что мужчины так живут. Я с этим не согласна, мне хочется иначе. Но психолог сказала мне принимать, и я тогда начну разделять это с тобой, точку зрения, и скажу, ладно, я смирилась, давай. Я принимаю, ты в баню? Хорошо, иди в баню. В баню это же нужно с мужчинами. Ни в коем случае не это. Принятие – это искусство, это супер-супер полезный навык, он вообще в жизни очень сильно помогает. Принятие – это по типу, когда ты мне говоришь, что это красный, а я вижу, что это зеленый. И я говорю тебе, ты видишь, что это красный? Здорово, интересно. Интересно, я вижу, что это зеленый. А какой твой красный? А какого он оттенка? А как ты его заметил? То есть поговорить об этом, обозначив, что я вижу и думаю по-другому, но я принимаю, что ты видишь свой красный. Ты хочешь ходить в баню с мужиками и не готов прислушиваться ко мне?
Я понимаю, я принимаю твою позицию. Расскажи мне немного о том, как это, что вы там делаете, а что ты чувствуешь, когда ты ходишь в баню, что ты от этого получаешь, в чем твой интерес. Поговорить об этом, и на уровне ощущений это чувствуется как окей, это твоя правда. Я вижу твою правду, я теперь знаю твою правду. Твоя правда, я уважаю ее. Моя правда в другом, но мы здесь разные. Если ваш бывший, если у вас получится каким-то образом организовать с ним контакты, чтобы вы с ним разговаривали, и вы сможете дать ему почувствовать, что все те недостатки, которые вы в нем раньше видели, которые вы знаете, все те точки ваших конфликтов, вы теперь можете проходить через это состояние принятия, то очень большая вероятность, что он может к вам вернуться. Смотрите, почему. Если человек однажды в вас влюбился, и вы были уже вместе, значит, в вас уже есть что-то, что его привлекает. Скорее всего, вы внешне в его вкусе. Скорее всего, ему что-то нравится в том, как вы проводили время, у вас были какие-то общие хобби. У вас уже есть что-то, что его привлекает. Если рассматривать отношения как классический такой вариант, что люди расстались, потому что они конфликты не смогли проходить вместе, в конфликтах их разрушились отношения, и вдруг вы становитесь вот такой вот гибкой в конфликтах, не уступающей, то есть ни в коем случае не переходим в жертву. Жертва никому не интересна, об жертву многие хотят вытирать, ее хочется пнуть, и уйди ты со своей жертвенностью, не любит никто жертв. Так по-серьезному и надолго. Самодостаточная женщина, но гибкая. Как рыба, которая плывет в течении, она не спорит с течением, она его принимает. Но при этом она не всегда позволяет течению нести ее туда, куда течение несет. Иногда она плывет и против течения, и как-то боком, то есть куда ей нужно. Иногда она останавливается где-то в камнях, но она не спорит с течением. Течение просто есть. Так и его точка зрения, где у вас конфликты и стычки были раньше, ваша задача оказаться с ним как-то в контакте, встретиться, может быть, как-то условно набиться ему в подружки, да, вы что-то придумаете по ситуации. Хотите разобрать лично вашу ситуацию, приходите на консультацию, потому что все случаи индивидуальные, уникальны. Найти способ нужно, как стать с ним в контакте, проводить какое-то время, разговаривать и дать ему почувствовать, что вы больше не та рыба, которая борется с течением, а вы рыба принимающая, которая знает, что течение есть и просто в нем живет, существует. Дать ему почувствовать, что вы теперь по-другому проживаете конфликтные моменты, что вы видите его целиком, что вы принимаете его со всеми его недостатками, особенностями, тараканами, при этом оставаясь полноценным, самодостаточным, самостоятельным человеком со своими тараканами, со своими точкой зрения. И свои тараканы не навязывать сильно ему, потому что если вы стали такой принимающей, бесполезно рассчитывать на то, что он вдруг, несмотря ни какие видео на эту тему, не обращаясь к психологу, тоже вдруг станет вас принимать просто сам автоматически. Нет, обычно люди, редко кто с годами обучается этому интуитивно, обычно люди узнают где-то из психологии, что, оказывается, такое бывает, и, оказывается, полезно быть таким принимающим человеком. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, спускайтесь под видео, оставляйте там комментарии, регулярно захожу, читаю и рада общаться с вами. Подписывайтесь на канал, здесь вы точно найдете для себя что-то полезное. Видео на тему отношений выходит каждый день новое. Ставьте лайк, если вам было полезно, мне будет приятно видеть вашу обратную связь. Также под видео я оставляю ссылку на свой сайт, где можно записаться ко мне на консультацию. Я практикующий психолог.